Он родился не в замке и не под знаменами великой династии. Он появился среди песков и холмов, где ветер выл, как сама судьба. Он не был королем, но короли склоняли перед ним головы. Он не был пророком, но его имя шептали с благоговением и страхом. Его звали Тимур. А мир запомнил его как Тамерлана, железного хромца, человека, чья воля была крепче меча, а сердце холоднее стали. Середина XIV века. Самарканд – жемчужина Средней Азии, сердце караванных путей, место, где встречались Китай и Персия, степь и пустыня. Именно здесь, в клане Баарласов, связанных с великим Чингисханом, родился мальчик, которому суждено будет объединить Восток под одной железной рукой. С детства Тимур был тихим, он наблюдал, впитывал, запоминал. Он не обладал божественным происхождением, но обладал тем, чего не было у других – страстью к власти, превращенной в религию. Когда ему исполнилось 20, он уже был воином, отточившим каждое движение до автоматизма. Но судьба нанесла первый удар, стрела пронзила его ногу. С тех пор он хромал. Многие сочли это знаком слабости, но Тимур сделал из уродства символ. Он стал Аксак Тимур, Хромой Тимур, а позже Тамерлан, чье имя будут шептать в страхе имамы, шахи и султаны. К середине XIV века Средняя Азия погрузилась в хаос. Империя Чагатаев рассыпалась на части. Города грабили соседи, дороги контролировали банды, власть принадлежала тому, у кого хватало мечей. Тимур начал с малого, с племенного союза. Он объединял не страхом, а расчетом. Каждому вождю он обещал выгоду, каждому воину – славу. Но вскоре он понял – миром нельзя править обещаниями. Им можно править только страхом и порядком. Он заключил союз с эмиром Хусейном, вместе они разгромили соседей. Но когда Хусейн стал мешать, Тимур уничтожил его. Так началась эра Тамерлана, эра человека, который понимал, что дружба – лишь инструмент, а сила – единственная истина. Самарканд стал его столицей, не просто городом, витриной империи, куда стекались ремесленники, ученые и поэты со всего света. Он создавал не только армию, но и цивилизацию, где величие строилось на костях павших. В течение 20 лет Тимур превратил свою империю в чудовище, пожирающее континенты. Персия, Кавказ, Месопотамия, Индия – все дрожали перед его знаменами. Его армия двигалась как буря, внезапно, стремительно, беспощадно. Когда шах Делийской империи отказался подчиниться, Тимур сказал: «Я не ищу золота, я ищу порядок». Через месяц Делий пылал. По улицам текла река из крови, но Тимур не дрожал. Он стоял на стенах города, как жрец перед жертвенником, и произнес: «Так рождается мир из хаоса». Он называл себя мстителем Чингисхана. Он утверждал, что продолжает великое дело степи, очищает землю от слабых. И действительно, в его походах было не просто завоевание, была идеология. Он хотел построить новый порядок, где Самарканд станет центром мира, а все дороги будут вести не в Рим, а в сердце Азии. Но Тамерлан был не просто разрушителем, он был созидателем ужаса. Он мог уничтожить целый город, а через неделю построить мечеть такой красоты, что поэты падали на колени. В Самарканде он воздвиг мечеть Биби-Ханым, шедевр архитектуры, сияющий, как осколок рая. Он приглашал ученых из Хорасана, художников из Шираза, мастеров из Индии. Его город стал символом восточной культуры, окруженным кровью. Тамерлан верил, что красота и смерть – две стороны одной медали. Он говорил: чтобы увидеть рассвет, нужно сжечь ночь. И это стало его философией. Он был жесток, но не ради удовольствия. Он верил, что страх очищает человечество, делает его сильнее. Некоторые видели в нем варвара, другие – последнего великого государственника, собравшего мир воедино, пусть и сквозь пепел. 1404 год. Тамерлану уже больше 70. Но старость не тронула его дух. Он готовил поход на Китай, величайшую кампанию своей жизни. Армия, насчитывавшая сотни тысяч человек, вышла в путь. Зима была суровой, ветер, как ножи, резал лица. Тамерлан ехал в золотом шатре, кутаясь в мех, но не сдавался. Он верил, что судьба еще не сказала последнего слова. В ночь перед смертью он якобы произнес: «Я вижу города, которых я не построю. Я слышу шаги воинов, которых я не поведу». Он умер в пути.
не побежденный, не униженный, а в движении, как и жил всю жизнь. После смерти Тамерлана его империя рассыпалась, но Самарканд остался город, в котором камни помнят дыхание Железного века. Его потомки, тимуриды, создали великие династии. Среди них Бабур, основатель Могольской империи в Индии. Историки спорят. Кто был Тамерлан? Тиран или реформатор? Убийца или созидатель? Истина, как всегда, где-то между. Он был человеком эпохи, где жизнь стоила дешево, а меч дороже слова. Он создал мир, где страх стал инструментом, а искусство – оправданием разрушения. Но одно несомненно – он изменил ход истории, и когда над Самаркандом восходит солнце, оно все еще отражается в его тени. Если тебе интересно, как жил человек, перед которым дрожал весь Восток, подпишись. Впереди еще больше историй о тех, кто поверил, что способен покорить весь мир –